Как меняется мнение нарцисса о вас после вашего ухода? Вот вы находились в разрушительных отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами. Вы из этих отношений выходите и видите, что вроде бы он даже это не заметил. Сегодня мы разберем 5 стадий, которые переживает нарцисс после вашего ухода, от такого пренебрежительного равнодушия до глубокого сожаления. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы говорим о том, что же происходит с нарциссом после вашего ухода, что вы не можете видеть, так сказать, невооруженным взглядом. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Во время первой стадии нарцисс показывает такое демонстративное равнодушие. То есть вот вы находились в отношениях, был какой-то кризис, вы из этих отношений вышли. Со своей стороны как-то это переживаете, потому что все-таки был какой-то такой отрезок вашей жизни, какая-то вот часть отношений была. Вы это вот выходите из отношений, а он ведет себя так, как будто бы вообще ничего не произошло. Как будто это какой-то глупый каприз. Как будто бы вот завтра вот вы как-то, не знаю, отдохнете и все вернется как было. Как будто бы можно это дело проехать. А в такой ситуации вы можете испытывать, знаете, какое-то смятение, тревогу, может быть, такое вторичное раздражение какое-то, потому что вот он ведет себя как будто бы неадекватно ситуации, так как ее видите вы. То есть вы с ним закончили, вы из отношений вышли, а он продолжает писать вам в таком тоне, как будто бы ничего не произошло. А на самом деле за этим вот показным таким, не знаю, равнодушием демонстративным лежит такой шок и непонимание, что дальше делать. То есть у него был какой-то вот, не знаю, сценарий ваших отношений. Сейчас явно все идет вне этого сценария. И у него нету, знаете, как будто заготовленного плана, каких-то внутренних готовых инструкций, как себя здесь вести. И он ведет себя так, как будто бы просто ничего не произошло. А на самом деле как-то пытается вообще там собрать внутри вообще все мысли в одну кучу. На второй стадии у нарцисса возникает легкое раздражение и сомнение по поводу того, что вообще происходит. Он начинает думать о том, что, может, я действительно как-то был слишком резок, может, я же сделал что-то не так, но, как правило, если у человека достаточно ярко выраженные нарциссические черты личности есть, он не видит картину всю в целиком. То есть, например, он думает так: наверное, вот на тех выходных, когда мы поссорились, мне нужно было там, не шутить эту неприятную шутку. Если бы я этого не сделал, то, наверное, мы бы не разошлись. То есть он видит какую-то частную ситуацию, но не видит картины в целом. Он не понимает, что вы от него ушли не из-за того, что он один раз как-то неудачно пошутил там грубо. Также нарцисс начинает включать такое защитное обесценивание, что ладно, найду себе кого-нибудь такого, типа может и не хуже. Но вместе с этим таким защитным обесцениванием возникает понимание того, что вообще-то эти отношения имели определенную ценность. И кого-то такого же найти будет, как непросто. То есть он уже начинает потихонечку сожалеть о том, что как-то вот вроде не очень хорошо, что мы разошлись. На третьей стадии у нарцисса возникает тоска и ностальгия по вам, поскольку он больше не получает нарциссического ресурса. Дело в том, что люди с ярко выраженными нарциссическими чертами — это люди, которым сложно любить себя по умолчанию, им сложно присвоить свой успех, им сложно понять свою ценность, им нужен внешний человек. То есть как в детстве такой человек, будучи ребенком, от родителей получал какое-то одобрение, признание, похвалу, и вообще вся ценность была вовне, в родителях. Так, будучи взрослым человеком, люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, у них нет этого внутреннего драйвера ценности. Кто-то извне должен давать им признание, не знаю, они должны кого-то, контролировать эмоционально, кто-то должен их потакать, исполнять их капризы. Какой-то должен быть внешний человек, у которого нарцисс может чувствовать себя значимым. Соответственно, когда вы уходите с этих отношений, а скорее всего, если вы находились в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, то вы были источником для него нарциссического ресурса, это естественно. Соответственно, он начинает скучать по тем моментам, когда он чувствовал себя в таком нарциссическом расширении, когда он чувствовал себя каким-то таким на коне, таким контролирующим, каким-то не знаю, признанным. И все эти мысли о тех приятных чувствах, которых сейчас нет, они все связаны с вами, потому что они все ассоциированы с вашей персоналией. То есть когда он вспоминает, как он себя чувствовал, он тут же вспоминает, что чувствовал он так себя рядом с вами. Он начинает понимать, что вас рядом с ним нет, и он начинает переживать такую тоску. То есть это такая нарциссическая тоска, когда он тоскует не столько по вам, сколько по тому функционалу, который вы ему обеспечивали. Четвертая стадия, наполненная наиболее яркими интенсивными эмоциями, это стадия, когда нарцисс пытается вас вернуть. То есть он достаточно долго уже находится без достаточного нарциссического ресурса. То есть никто его не поддерживает, не позволяет ему как-то утвердиться его самооценки, не дает ему значимости. Он находится длительно в голоде. Он уже настолько долго находится, что уже понимает, что как-то вы сами не вернетесь. И ему нужно вернуть этот нарциссический ресурс.
а он в последний раз его брал от вас, соответственно, он о вас и думает. Ему вы нужны, потому что это последний человек, который позволял ему как-то чувствовать себя таким вот уверенным. Он старается вас вернуть, он начинает звонить, всячески пинговать, не знаю, писать, взаимодействовать через каких-то ваших общих знакомых. Если вы не возвращаетесь, он в этот момент пропадает в такой нарциссический провал. Дело в том, что выходит, что он за вами бегает. Если он за вами бегает, вы более важная, а если вы еще и недоступны, то вы важная максимально, а он, значит, максимально неважный. Потому что у нарцисса любые отношения воспринимаются как такая линейная конкуренция. Вот кто-то один на первом месте, кто-то один на последнем месте. Вот иначе не может быть. Двух равных людей в отношениях нарцисс не видит. И в такой ситуации, когда он пытается вернуть вас как источник своего нарциссического ресурса, и это у него не получается, он как будто бы признается себе, что он без вас, как будто бы вот такое ничтожество. На самом деле он, конечно, не ничтожество, но он так себе это эмоционально ощущает. И в этот момент ему максимально плохо, и он старается со всех сил вас вернуть, как правило, такими уже, какими-то неэффективными, несколько вычурными, какими-то комичными даже, может быть, способами. Или какими-то такими, знаете, что-то детское такое вообще выкидывает. И пятая стадия, это стадия такого глубокого сожаления, пустоты. И на самом деле это стадия, в которой часто разворачивается нарциссическая депрессия. Так, чтобы иллюстративно было понятно, очень хорошо нарциссическая депрессия описана в романе «Мастер и Маргарита». Вот мастер, у него была нарциссическая депрессия, он там, в принципе, даже в больнице лежал по этому поводу, в психиатрической больнице. То есть это ситуация, когда нарцисс не может получать нарциссический ресурс, соответственно, он не может чувствовать себя каким-то полноценным, любимым, каким-то окейным. Он чувствует себя максимально каким-то таким ущербным. И при этом, поскольку последний человек, который ему давал нарциссический ресурс, это вы, и он в этой стадии не может еще начать на кого-то переключаться, он вас максимально так идеализирует. То есть у него такая, знаете, как нарциссическая депрессия с элементами такой светлой грусти, что она была таким человеком, самым лучшим, самым каким-то в моей жизни действительно я такой потерял. В этой ситуации очень, кстати, опасны пинги, потому что если в этот момент вы с этим человеком встречаетесь, то вам он покажется очень, знаете, переполненным светлой грустью и такой добротой. Потому что мы знаем, что люди с депрессивным состоянием, они, как правило, у них очень много такой доброты. Например, если взять всех авторов, например, О. Генри, Гашек, которые переживали тяжелую депрессию, у них их творчество такое очень доброе. И, соответственно, если вы встретите нарцисса в этой стадии, то он будет вам говорить такие вещи, которые будут казаться вам, что он такой чувственный, эмпатичный. Но на самом деле он просто переживает сейчас этот кризис, связанный с таким нарциссическим падением. Бывает, люди в этом застряют надолго. Бывает, человек ненадолго в этом застает, и каким-то образом он выбирается и начинает просто находить себе новую жертву. И тогда весь этот цикл заканчивается, он уже начинает цикл новых отношений с новым человеком, от которого он старается получить нарциссический ресурс. Но бывает, что человек надолго застает в этой нарциссической депрессии и, соответственно, там в этом варится. Если вы вышли из отношений с нарциссом, я вас приглашаю на свой курс про отношения, который у меня периодически происходит. Ссылка на курс будет под этим видео. Присоединяйтесь, там мы работаем над тем, как выйти из разрушительных отношений и восстановиться после этого выхода так, чтобы они больше не повторялись. Также, если вы понимаете, что у вас в жизни случилась какая-то ситуация, с которой вам сложно самостоятельно разобраться, можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию, потому что индивидуально, если когда что-то разбираешь, понятно, там гораздо можно внимательнее к этому отнестись. Для этого под каждым видео у меня есть ссылки, вы мне пишите в соцсети с личным сообщением, мы с вами договариваемся и работаем. Если вам когда-то доводилось переживать опыт ухода от нарцисса, и вы каким-то образом через, не знаю, каких-то общих знакомых, там, может, детей еще как-то могли за ним наблюдать, вы можете поделиться, если вы помните, какие стадии переживал этот человек с нарциссическими чертами после вашего ухода. То есть, как менялась его реакция на вас. Это будет очень интересно, и вы сможете поделиться этим и дополнить это видео своим опытом. Помните, конечно, что комментарии находятся в публичном пространстве, поэтому сами позаботьтесь о своей безопасности. Если вам это видео показалось интересным, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.